Какой подлец хотел от нас ванной спрятаться. Коля, Николай, сиди дома, не гуляй. К тебе девушки придут и в могилу уведу. Почему все видят одинаковых чертей? Тайна белой горячки. Я видел их собственными глазами. Они были реальными. Серые, как мышь, копыта, колени назад, настолько реальными, что я чувствовал запах. От них воняло псиной и серой. Так описывают в России и странах СНГ. Американец в Техасе, китаец в Шанхае, чукча, который никогда не слышал слова «чёрт». Одно существо. Миллионы свидетелей, 300 лет истории. Можно назвать это галлюцинацией, но тогда возникает вопрос. Почему каждый по всему миру видит одно и то же? Представьте, вы просыпаетесь в 3 часа ночи. Комната залита лунным светом. Вы полностью трезвы, абсолютно в сознании. И в углу комнаты сидит существо. Маленькое, размером с жабу. Черное, в пупырышках, с копытами и коленями, вывернутыми назад. Оно смотрит на вас и улыбается. Вы моргаете, оно не исчезает. Вы встаете, оно ползет за вами. В ванную, на кухню, оно везде. А потом их становится 2, 3, 10. Теперь самое страшное. Такое же существо с точно такими же деталями видели миллионы людей. В России, в Америке, в Китае, в Африке. Даже эвенки и чукчи, у которых в культуре никогда не было понятия «чёрт», описывают существ с рогами и копытами. Совпадение? Или эти вещи реально существуют? Сегодня мы погрузимся в самую мрачную тайну алкоголизма. Тайну, которую наука до сих пор не может объяснить. Раздел 1. Что такое белая горячка? Прежде чем мы углубимся в этот кроличью нору, давайте разберемся с базой. Белая горячка или алкогольный делирий – это не просто пьяные глюки, как многие думают. Это острый психоз, который начинается не во время пьянки, а после, когда алкоголик резко прекращает пить. Обычно на от 2 до 4 суток трезвости. Вдумайтесь в парадокс. Человек наконец-то протрезвел, решил завязать, и именно тогда к нему приходит ад. Механизм простой и жестокий. Годы систематического пьянства перестраивают химию мозга. Алкоголь становится не просто привычкой. Он встраивается в работу нейромедиаторов. Мозг буквально забывает, как функционировать без этанола. И когда алкоголь резко исчезает из крови, мозг впадает в панику. Начинается буря. Первые признаки безобидны на вид. Руки трясутся, появляется холодный пот. Начинается бессонница. Человек просто физически не может заснуть. Температура подскакивает до 40 градусов. Сердце колотится, будто пытается вырваться из груди. Но это только прелюдия. Потом начинается то, что врачи называют помрачением сознания. Но больной при этом не спит. Он в полном сознании. Помнит свое имя, знает, где находится, может поддерживать разговор. Просто в его реальность начинают вклиниваться другие вещи. Сначала это тени на периферии зрения, звуки шагов за спиной, шепот. Потом насекомые. Пауки ползут по стенам, мухи садятся на лицо. Змеи выползают из-под кровати. И тут я хочу, чтобы вы запомнили один ключевой момент, к которому мы еще вернемся. У наркоманов галлюцинации индивидуальны, у шизофреников уникальны. У каждого свои демоны, свои образы, своя личная преисподняя. Но у алкоголиков с белой горячкой у всех одно и то же. По статистике, до 80% людей с алкогольным делирием видят чертей. Ни змей, ни пауков, ни абстрактные ужасы, именно чертей. Маленьких гуманоидных существ с определенным набором характеристик. И вот тут начинается по-настоящему жуткое. Владимир Набоков, который сам прошел через белую горячку или был знаком с кем-то, кто прошел, оставил нам самое детальное описание этих существ в мировой литературе. Цитирую его рассказ. «Длительным, упорным, одиноким пьянством я довел себя до пошлейших видений, а именно до самых что ни на есть русских галлюцинаций. Я начал видеть чертей. Были они небольшие, но довольно жирные, величиной с раздобревшую жабу, мирные, вялые, чернокожие, в
пупырках. Они больше ползали, чем ходили. Набоков пытался их прихлопнуть, стегать плеткой, мазал ножки мебели вазелином, чтобы они не могли залезть. Ничего не помогало. Они были неуловимы, будто существовали чуть сбоку от реальности. Единственное, что подействовало — крестное знамение. Когда Набоков перекрестил скопление чертей, они с приятным и вместе противным сочным таким шипением и, корчась от ожогов, упали на пол. Но это сработало только в первый раз. Потом перестали реагировать. Запомните этот момент, он важен. Теперь давайте перейдем к главному вопросу, который не дает покоя исследователям уже почти век. Почему все видят одинаковых чертей? Раздел 2. Глобальный феномен. В 1930-х годах советские врачи массово прибыли в районы Крайнего Севера. Вместе с медициной и благами цивилизации они принесли коренным народам еще кое-что — водку. Чукчи, эвенки, ханты, манси быстро познакомились с этим даром. И также быстро некоторые из них познакомились с алкоголизмом. И вот тут врачи столкнулись с чем-то, что их по-настоящему напугало. Когда у представителей северных народов случались приступы белой горячки, они рассказывали о рогатых существах, которые преследовали их. Маленькие гуманоиды, с копытами, с коленями, вывернутыми назад. Черти. Но вот проблема. В традиционной мифологии чукчи, эвенков, хантов и манси нет таких существ. У них есть свои духи, свои мифические создания, но классический образ черта с рогами и копытами — это чисто европейская концепция. Откуда коренной чукче, который никогда не видел христианских икон, не читал русских сказок, не смотрел западных фильмов, откуда он знает, как выглядит христианский черт? Более того, западноевропейские гравюры Средневековья изображают чертей, донимающих пьяниц, те же самые существа. Это было до того, как культурный обмен между Европой и Россией стал широким, до глобализации, до интернета, до телевидения. Современные исследования показывают, когда врачи в наркологических клиниках просят пациентов с белой горячкой нарисовать то, что они видели, рисунки поразительно похожи. В России рисуют определенных существ, в Соединенных Штатах — тех же самых. В Китае — идентичных, в африканских клиниках — копию. Ни зеленых человечков, ни призраков, ни монстров из личных страхов. Чертей, конкретных, с узнаваемыми характеристиками. Антон, герой из документального интервью, которое мы изучили, описывает свою встречу так. «Я обернулся, и реально стоит черт. Маленький чертенок. Мы как привыкли видеть их там, в сказках каких-то, да, в фильмах. Они черного цвета. Нет, он был реальный. И как мышь такой, серый. Шерсть, как у мыши. Да, он короткошерстный такой. Копыта тоже большие. Колено у них назад. Обратите внимание на детали. Серый цвет, короткая шерсть, как у мыши, копыта, колени назад». Это не просто «я видел черта». Это конкретное, детальное описание существа с определенной анатомией. И такие же описания дают люди, которые никогда не встречались, живут на разных континентах, принадлежат к разным культурам, говорят на разных языках, имеют разный культурный багаж. Еще в Киевской Руси существовало выражение «допиться до чертиков». В хрониках Данилова монастыря XV века есть запись. Несколько монахов после неумеренного употребления горячительных напитков принялись гонять рогатых по трапезной. По приказу настоятеля их связали и поместили в холодный подвал для перевоспитания. XV век. До научной революции, до понимания нейрохимии, до психиатрии как науки. Но монахи уже знали, когда напьешься до пьяна, а потом резко бросишь, придут рогатые. Как они это знали? Потому что это происходило всегда, со всеми, везде. На форумах, где люди делятся опытом белой горячки, встречаются поразительно схожие описания. Вот несколько цитат с разных континентов. Россия. Серый, как мышь. Копыта, колени назад. Пялился на меня и ухмылялся. Штаты. Маленькая, размером с большую крысу. Серая, с копытами. Колени были вывернуты странно, назад. Китай. Как обезьяна, но с копытами. Серая кожа. Ноги неправильные, как у животного. Разные языки, разные культуры. Одно существо. Совпадение? Может быть. Но тогда это самое невероятное совпадение в истории человечества. Или эти вещи реальны. Раздел 3. Научное объяснение.
которого нет. Давайте попробуем мыслить рационально. Наука же должна объяснить это явление, верно? Верно. Только вот проблема. Наука молчит. Точнее, наука пытается объяснить, но ее объяснение не складывается в цельную картину. Официальная версия звучит так. Из-за токсического поражения мозга и нарушения обмена веществ происходит перераспределение жидкости в тканях мозга. Отдельные участки набухают. Это вызывает галлюцинации. Хорошо, логично. Но это объясняет наличие галлюцинаций, а не их содержание. Почему у наркоманов, у которых тоже токсическое поражение мозга, галлюцинации уникальны и индивидуальны? Почему у шизофреников, у которых нарушена химия мозга, образы варьируются от человека к человеку? Почему только у алкоголиков и только при белой горячке все видят одно и то же? Некоторые исследователи предлагают эволюционное объяснение. Якобы страх перед змеями, пауками, насекомыми заложен в нас генетически. Это наследие от доисторических предков, для которых эти существа были реальной угрозой. Окей, это объясняет, почему многие видят пауков и змей. Но черти — это не эволюционная память. Чертей в природе не существует. Наши предки не сталкивались с маленькими гуманоидами с копытами и вывернутыми коленями. Откуда мозг берет этот образ? Может, из культуры? Может, мы все впитали образ черта из сказок, фильмов, религиозных учений, и мозг просто воспроизводит знакомый архетип? Звучит разумно. Но тогда почему чукчи, у которых в культуре нет чертей, видят их? Почему европейцы Средневековья, у которых не было кинематографа и массовой культуры, рисовали тех же существ? Почему дети, которые не знакомы с религиозной иконографией, описывают классических чертей? В 1950-х годах американский химик и экстрасенс Ричард Флайм выдвинул гипотезу, которая в научных кругах была встречена скептически, но которая не дает покоя многим до сих пор. Флайм предположил, что галлюцинации при белой горячке имеют не столько патогенную, сколько внематериальную природу. Проще говоря, мозг алкоголика не генерирует образы. Он открывает дверь. И через эту дверь проникают реальные сущности из параллельного пространства. Звучит как бред? Возможно. Но объясните мне тогда следующие факты. Факт первый. Люди в состоянии белой горячки находятся в полном сознании. Это не сон. Они помнят свое имя, где находятся, могут вести диалог. Но при этом видят существ, которые взаимодействуют с окружающей средой. Черти ползут по реальному столу, прячутся за реальной мебелью, избегают реальных ударов в последний момент, будто обладают рефлексами. Факт второй. Некоторые свидетели отмечают запах. Черти пахнут псиной, серой, гнилью. Галлюцинации не пахнут. Запах — это химическая реакция. Это реальные молекулы, которые попадают в нос. Откуда запах у несуществующего существа? Факт третий. В православной традиции есть случаи, когда священники проводили обряды изгнания бесов над людьми в состоянии белой горячки. И в некоторых случаях, не во всех, но в некоторых, больные выздоравливали быстрее и легче, чем при обычном медикаментозном лечении. Плацебо? Возможно. Или реальное воздействие на реальных сущностей? Факт четвертый. Попытки сфотографировать чертей предпринимались неоднократно в разных странах. Все безуспешны. Но интересна не их неудача, а реакция больных. Когда в комнату с больным в делирии приносили камеру, некоторые утверждали, что черти прячутся или исчезают. Как будто знают, что их пытаются запечатлеть. Как будто обладают разумом и инстинктом самосохранения. Галлюцинация не может знать о камере. Галлюцинация — это просто ошибка мозга, генерирующая ложные образы. Но если это не галлюцинация? Антон из нашего интервью говорит: это реально бесы. Это любой батюшка скажет. Видишь прям не то, что как в мультфильме, как вот я вижу вас. Это очень страшно. Это бежать хочется без оглядки. Все это есть, все существует. Он православный человек. Для него ответ очевиден — это демоны. Реальные духовные сущности, которые используют ослабленное состояние человека, чтобы проникнуть в его реальность. Наука скажет, это галлюцинации, вызванные нарушением работы мозга. Но вот вопрос, который не дает мне покоя. Может, и то, и другое правда? Может, токсическое поражение мозга действительно происходит, но оно не создает образы? Оно открывает восприятие. Снимает фильтры, которые обычно защищают нас от чего-то. От мира, который существует параллельно нашему, где обитают существа, которых мы называем чертями. Раздел 4. Свидетельства и истории.
Давайте вернемся к реальным историям, потому что теория — это хорошо, но ничто не сравнится с живыми свидетельствами людей, которые прошли через это. История первая. Белки и лисы. Антон рассказывает про свой первый эпизод белой горячки. Я лежал на диване, повернул голову на пол, чтобы встать и похмелиться. И просто увидел, что бегают белки и ходят лисы. Это было секунд 10. Я был в состоянии еще пьяный, поэтому не придал значения. Но также стал спокойно, похмелился, и у меня было все прекрасно. Звучит почти мило, правда? Белки и лисы. Как сцена из детского мультфильма. Но это была только разминка. Прошел год. Антон снова ушел в запой на 2 недели. Я встал, пошел на кухню и просто почувствовал спиной, что за мной кто-то идет. Обернулся, и реально стоит черт. Маленький чертенок. Дальше Антон описывает то, что я уже цитировал. Серый, как мышь, с копытами, с коленями назад. А потом их стало 2, и один уже был ростом с человека. У меня подкосились ноги. Я не знал даже, что делать. Реально хотелось просто выйти в окно. Антон живет на 5-м этаже. Он говорит, что единственное, что его спасло, это звонок родителям. Инстинкт самосохранения пересилил все остальное. Но вот деталь, которая меня зацепила. Черти не просто стояли, они следовали за ним. Я ходил, зашел в ванну, они за мной. Я слышу стук копыт. Слуховые галлюцинации. Но почему именно стук копыт? Почему мозг генерирует именно этот звук, а не какой-то другой? Потому что у существ действительно копыта. И они действительно стучат, когда ходят. История вторая. Дроздов, мухи и нигерийцы. Это история, которую рассказал один из пациентов наркологического отделения. Человек после месяца запоя оказался дома. Начался делирий. Он лежал, смотрел телевизор. Шла передача «В мире животных». Николай Дроздов, спокойный голос, жирафа на экране. Все привычно, все нормально. И вдруг Дроздов замолчал на полуслове, повернулся к камере. И из телевизора, прямо в тишину комнаты, начали доноситься голоса. Тонкие, противные, как зудение мух. А потом он их увидел. Мухи. Много мух. Они кружили над ним, садились на лицо, на руки, но не просто жужжали, они пели, слаженно, в унисон. Один и тот же куплет снова и снова. «Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй. К тебе девочки придут и в могилу уведут». Он закутался в одеяло с головой. Стало тише, мухи замолчали. Но потом одеяло дернули, снизу, потом сбоку, потом сразу со всех сторон. «Какой подлец! Выпей, выпей, не спи, не спи!» – орали голоса из-под одеяла. Он лежал, не двигался, натянув одеяло изо всех сил. «Кидай, кидай посудой! Только так нас и прогонишь! Кидай, бери потяжелее!» Что-то в этих словах сработало. Он высунул голову, схватил с тумбочки кружку, швырнул в угол. Потом тарелку, потом пульт. Голоса отступили на секунду и снова. «Мало, мало! Телевизор бери! Бросай телевизор!» Он встал, схватил телевизор, швырнул его об стену. Стало тихо. А потом в комнату забежали 2 человека с искаженными лицами. Они истерично смеялись, хлопали в ладоши и потащили его к дверям. За дверями квартиры пылал огромный пожар. Герой понял — это черти, и они тащат его в ад. На самом деле это была психбригада. Бдительные соседи вызвали скорую, потому что человек кричал, не переставая, 4 часа подряд. Он разбил всю посуду в квартире и измазал стены и пол собственной кровью и фекалиями. Когда его привели в чувство в больнице, врач начал стандартный опрос. Что видели, что помните, все ли понимаете. И тут пациент сказал: стены в доме раздвинулись, и вдруг нигерийцы сидят. Врач, не меняя интонации, записал в карточку и уточнил: а что они делали в Красноярске? Пациент ответил совершенно серьезно. Приехали прачечную строить в аккурат. Врач посмотрел на него, потом тихо сказал: «Эх, дедуля, допился». После месяца в больнице он сменил место жительства. С алкоголем не завязал, но перешел на умеренные дозы. История третья. Водитель троллейбуса. Эту историю поведал посетитель наркологического отделения, который сам трижды переживал белую горячку. В отделении лежал водитель троллейбуса. Он провел в запое неизвестное количество дней, а потом резко бросил, потому что надо было выходить на работу. Белая горячка накрыла его в больнице. В отличие от других пациентов, которые тихо стонали на кроватях, водителя пришлось крепко привязать. Он не просто метался, он орал: «Горим! Двери, горим!» Еле держит. «Бейте окна! У него сейчас
Когда его отпустило, он рассказал, что видел. Он вел троллейбус с пассажирами. На мосту что-то пошло не так. Троллейбус потерял управление и слетел с моста. От удара об воду машина загорелась. Дверь заклинила. Но это еще не все. Троллейбус медленно тонул, заполняясь водой и огнем одновременно. Снаружи горели провода и обшивка, внутри прибывала вода. Пассажиры горели заживо, бились, кричали, а он не мог ничего сделать. Это длилось не минуты, не часы. Это длилось дней несколько, пока его не вывели из делирия медикаментозно. Представьте, несколько дней гореть и тонуть одновременно, зная, что это твоя вина. И все это в полном сознании. История 4. Набоков и религиозный культ. Я уже упоминал описание Набокова, но давайте вернемся к нему подробнее. Набоков пытался все. Бил чертей плеткой, мазал ножки мебели вазелином, чтобы они не могли залезть наверх. Ничего не работало. Черти были неуловимы, будто существовали в параллельной реальности, где физические законы не действовали. Но когда он их перекрестил, они зашипели и попадали на пол, корчась от ожогов. Это сработало один раз. Потом перестало действовать. Будто они адаптировались, выработали иммунитет. И вот что интересно. В православной традиции считается, что бесы боятся святых символов – крестов, святой воды, молитв. Если человек продолжает грешить, если не раскаивается по-настоящему, защита слабеет. Набоков перекрестил чертей, но не бросил пить. И черти перестали реагировать. Совпадение или подтверждение религиозной теории? Раздел 5. Что это значит? Мы собрали факты, мы выслушали истории. Теперь давайте попробуем ответить на главный вопрос. Что все это значит? У нас есть 3 основные теории. Теория 1. Галлюцинации. Самая распространенная официальная версия. Токсическое поражение мозга вызывает сбои в работе нейронов. Мозг начинает генерировать ложные образы. Но почему одинаковые? Наука предлагает несколько объяснений. Первое. Архетипы. Карл Юнг говорил о коллективном бессознательном, наборе универсальных образов, общих для всего человечества. Возможно, образ чёрта — это такой архетип. Проблема. Архетипы обычно размытые и абстрактные. Здесь же мы имеем детальное, конкретное существо с определенной анатомией. Второе. Культурное влияние. Мы все впитываем образы из культуры, и мозг их воспроизводит. Проблема. Это не объясняет случаи с чукчами и другими народами, где этого образа в культуре не было. Третье. Эволюционная память. Страх перед определенными формами заложен генетически. Проблема. Чертей в природе не существовало. От кого мы могли унаследовать этот страх? Четвертое. Нарушение распознавания образов. Мозг видит тени, движения, но неправильно их интерпретирует, достраивая до знакомой формы. Проблема. Почему всегда достраивает до одной и той же формы? Почему не до монстров, динозавров, инопланетян? Ни одно объяснение не закрывает все вопросы. Теория 2. Параллельная реальность. Более экзотическая версия, но набирающая популярность. Суть. Наш мозг работает как фильтр. Он отсеивает огромное количество информации, которую мы не можем или не должны воспринимать. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, ультразвук, радиоволны. А может быть и целые пласты реальности. Алкоголь, особенно при длительном употреблении и резкой отмене, ломает этот фильтр. И человек начинает воспринимать то, что обычно скрыто. В этой теории черти — реальные существа, живущие в параллельном измерении или на другой частоте реальности. Обычно мы их не видим, но когда фильтр ломается, мы можем. Это объясняет, почему все видят одинаковых существ. Потому что они реальны и одинаковы. Почему они взаимодействуют с окружающей средой. Почему имеют запах. Почему реагируют на попытки их сфотографировать. Почему боятся религиозных символов, если они действительно демонические сущности. Но эта теория требует принятия существования параллельных миров и духовных сущностей, что для материалистической науки неприемлемо. Теория 3. Гибридная. Самая интересная, на мой взгляд. А что, если обе предыдущие теории правильны частично? Что, если мозг действительно галлюцинирует, но... Галлюцинации — это не рандомная генерация образов. Это окно.
или антенна. Поврежденный мозг начинает воспринимать сигналы из источника, который обычно недоступен. Из коллективного бессознательного, из морфогенетического поля человечества, из астрального плана. Называйте как хотите. И в этом источнике есть реальные сущности, которые существуют не в физическом мире, но существуют и имеют определенную форму. Форму чертей. Это объясняет все. Почему образы одинаковы? Источник один. Почему существа ведут себя разумно? Они разумны. Почему не все их видят? Нужно настроиться на правильную частоту. Почему наука не может их зафиксировать? Они не из нашей реальности. Антон говорит, это не то, что другой мир, а вот это состояние, оно реально показывает бесов. И бесы они, вот они, прямо подстигают. Давай, давай, да выпей, ничего страшного, все будет классно. И не просто же так черти приходят. Это реально бесы. Для верующего человека это очевидно. Алкоголизм – духовная болезнь. И черти – ее физическое, точнее, паранормальное проявление. Для скептика это галлюцинации, вызванные поломкой мозга. А что если оба правы? Что если духовное и материальное – это две стороны одной медали, и болезнь мозга открывает двери для духовных паразитов, которые начинают буквально пожирать человека? Раздел 6. Опасность и последствия. Независимо от того, реальны черти или нет, последствия белой горячки абсолютно реальны, и они чудовищны. По статистике, без лечения до 10% случаев заканчиваются смертью. Температура достигает 40 плюс градусов, сердце работает на пределе, происходит обезвоживание. Могут отказать почки, печень, но есть опасность еще страшнее – самоповреждение. Герой из первой истории в вашем документе вырезал себе глаз и воткнул ручку в ухо, пытаясь спастись от навязчивых галлюцинаций. Антон получил инсульт. Его парализовало. Он месяц провел в больнице, заново учась ходить и говорить. Врачи говорили, что это чудо, что он вообще выжил и восстановился. Водитель троллейбуса на 3-м этаже пытался выпрыгнуть из окна, спасаясь от чертей, и сломал обе ноги. Потом залез на дерево и сидел там, пока не приехала скорая. Люди выходят в окна, путая их с дверями, бросаются под машины, убегая от преследователей. Нападают на близких, принимая их за демонов. В состоянии белой горячки человек – это ходячая бомба. Опасная для себя и окружающих. Антон вспоминает. Страшно еще, что когда вот это уже такой алкоголизм так развился, это потеря памяти. Стрёмно, когда уже не помнишь, что сделал вечером. То есть первые 3 стопки ты помнишь, потом тебя обрубают, и ты реально не помнишь, что ты делал, кому говорил, что говорил и вообще где был. Провалы в памяти. В одном из случаев Антон пил дома, а очнулся в другом городе. В другой раз оказался в угнанной машине, не помня, как туда попал. Поножовщина и убийство. И не то спор, а девушка зарезала своего, как говорится, жениха, любимого человека. Вот это конец, который должен быть. Алкогольный делирий не просто страшный опыт. Это потенциальная смерть. Своя или чужая. И вот что по-настоящему ужасает. Даже после пережитого кошмара многие возвращаются к бутылке. Антон вернулся. Герой второй истории вернулся. Набоков продолжал пить. Почему? Антон говорит, бесы они, вот они прямо подстигают. Давай, давай, да выпей, ничего страшного, все будет классно. Может, он прав? Может, это действительно духовные паразиты, которые вцепились в человека и не отпускают, постоянно нашептывая, толкая к бутылке. А может, это просто особенность алкогольной зависимости, болезни мозга, которая перестраивает систему вознаграждения и делает человека рабом химического вещества. Или, опять же, и то, и другое. Антона остановил инсульт. Он мог умереть, мог остаться овощем, но выжил и восстановился. И дал себе слово – больше ни капли. Я просто дал Богу слово, что если я выкарабкаюсь, я просто завяжу. И меня реально как отшептало, как бабка отшептала. Год трезвости, работа, жизнь. Но он говорит, снятся сны, конечно, тянет. Тянет. Бесы все еще зовут. Финал. Что же это было? Итак, мы дошли до конца нашего путешествия в один из самых мрачных уголков человеческого сознания. Или бессознательного, или реальности. Давайте подытожим то, что мы знаем наверняка.
Миллионы людей по всему миру на протяжении столетий при белой горячке видят одинаковых существ – чертей. Эти описания поразительно схожи даже у людей из разных культур, которые не имели контакта друг с другом. Даже народы, в чьей мифологии нет понятия «черт», описывают идентичных существ. Наука не может дать исчерпывающего объяснения этому феномену. Люди в состоянии делирия находятся в полном сознании, но видят существ, которых больше никто не видит. Эти существа ведут себя так, будто обладают разумом и реагируют на окружающую среду. Белая горячка смертельно опасна и может привести к самоповреждению, инсульту, сердечному приступу или смерти. А теперь вопросы, на которые у нас нет ответов. Черти — это галлюцинации или реальные сущности? Если галлюцинации, почему одинаковые? Если реальные сущности, почему их видят только алкоголики в делирии? Почему алкоголь открывает эту дверь? Это случайность химии или древний механизм, о котором мы не знаем? Могут ли эти существа влиять на наш мир? Толкать людей к алкоголю? Питаться их страданиями? И главный вопрос — если эти вещи реальны, что еще существует рядом с нами, невидимое в обычном состоянии? У меня нет ответов, их нет ни у кого. Но я знаю одно. После изучения этой темы, после прочтения сотен свидетельств, после того, как я увидел паттерны, которые невозможно объяснить случайностью, я больше не могу с уверенностью сказать, что чертей не существует. Может, они существуют? Не в аду, не в преисподней из религиозных текстов, а здесь, рядом, в слое реальности, который мы обычно не воспринимаем. И для некоторых людей в определенных состояниях барьер становится прозрачным. Антон сказал: «Лучше учиться на чужих ошибках, на моих в том числе, потому что мы живем и думаем, что случится с Васей, с Петей, с Кириллом, но не со мной. Со мной это точно не случится. Я особенный, наверное, какой-то, но случается именно с тобой. И когда придут черти, настоящие или галлюцинационные, ты не будешь думать о теориях, ты будешь просто пытаться выжить. Поэтому вот мой совет. Не допивайся до этого состояния. Не открывай эту дверь, потому что неизвестно, что именно ждет за ней. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Если оно заставило вас задуматься, напишите в комментариях, во что вы верите. Это галлюцинации или реальные сущности? Берегите себя и не открывайте дверь.